Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И мы сегодня будем говорить о том, чем же грешат женщины. С самого-самого первого момента при знакомстве с мужчинами, когда хотят очень сильно завести отношения, особенно если перед этим был долгий период одиночества. И вот чем дольше этот период одиночества, тем больше вероятность того, что женщина именно на эти грабли наступит и сразу уйдет по дорожке не в ту сторону, в которая ведет к ее собственному счастью. Вы спросите меня, а что же это за такие грабли и почему именно долгий период одиночества? Сейчас разберемся с этим, но давайте познакомимся. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог. Мой проект «Ладная я», ссылка вот. Подарок для вас на сайте есть, ссылка на него в описании видео. Красная кнопочка, если вдруг вы не подписаны на канал, жмите, подписывайтесь. А лайки и комментарии очень любит YouTube. Давайте будем благодарны ему за то, что он дал нам возможность встретиться. Что же за грабли? Смотрите, какая штука. Бывает такой момент, когда женщина находится в одиночестве, просто как защитная реакция. Чик-чик, я в домике, вы меня не видите, пошли все нафиг, мне и самой хорошо. Что хочу делаю, хоть какао пью, хоть конфеты ем, это мое дело. Спряталась. Какое-то время женщина отсиделась в своем домике, в своем одиночестве, но наступает. Практически всегда наступает момент, когда одиночество становится уже вот здесь, когда уже наелась, уже его не хочется, а хочется любви, хочется внимания, хочется радости, и женщина отправляется на поиски своей любви. Или даже говорит, ладно, я просто готова рассматривать варианты. И вот в этот момент он очень скользкий, потому что как только кто-то из мужчин, а она-то не знает, кто это, начинает проявлять к ней интерес, она сразу начинает думать наперед. Знаете, вот есть такая штука, думать наперед. Дурацкая привычка для любви. В чем это выражается? Женщина начинает быстренько уступать, а когда же ему удобно встретиться, а где ему удобно встретиться, а как ему сколько со мной общаться. То есть она начинает очень быстро показывать свою якобы готовность к отношениям и открытость к любви в виде того, что, милый, я готова прогнуться под большинство твоих хочу, не хочу, могу, не могу, согласен, не согласен, а я так привык, а мне так удобно. И женщина начинает выстилать вот эту красивую ковровую дорожечку в надежде, ну вот сейчас же, я ему сейчас покажу, как же, он же давно не был тоже, как и я, в отношениях, но я же поактивнее, а он поспокойнее, а я сейчас покажу, какая я классная, а он как охренеет от своего счастья, да как влюбится в меня. А мужчина, чем дольше он не был в отношениях, тем переборчивее, тем стеснительнее, тем непонятливее. И он ждет, что женщина сама с удовольствием дает ей бразды правления, и женщина сама будет делать. И вот чем больше вы стараетесь, мои хорошие, тем больше вы заслуживаете вот такого совета. Не портите мужиков, потому что пройдет еще чуть-чуть времени, ваше старание достанет вас самих, потому что вы ничего не получите в ответ. И вы начнете злиться, вы начнете раздражаться, вы начнете вот так вот, как ежик иголки, выпускать, как дикобраз, выпускать навстречу мужчине, причем этому, не этому, по барабану. У вас просто внутри накопилось, я уже столько вложила, а вы не дождетесь ничего от него. Почему? Да потому что ему очень удобно, он изначально не собирался ничего делать. Он вам рассказал, как ему удобно. Вы под это подстроились, и как только вы вспомните о себе, он вам скажет, нет, ты вот там вначале молчала, вот теперь терпи, я твой крест, неси меня, и прочие разговоры начинаются. Поэтому, мои хорошие, начинайте думать о себе, не быть удобной, не думать наперед, не стелить соломку ему, стелите ее себе. Стелите соломку себе. Следите, чтобы вам было комфортно, следите, чтобы вам было удобно, чтобы вы себя чувствовали в безопасности, в любви, во внимании. Ну, короче говоря, то, что для вас важно, чтобы это было обеспечено. Потому что если мужчина с самого начала вам этого не показал,
Не думайте, что потом он вам все это обязательно покажет, когда вы достучитесь, доковыряетесь, достелитесь или еще что-нибудь сделаете. Нет. Мужчина сразу показывает вам свое отношение к вам. Поэтому давайте договоримся так. Хотите быть счастливой в любви? Лучше станьте непонятливой, вместо того, чтобы постоянно стелить соломку кому-то, а не себе. Стелите всю эту соломку для себя любимой. И тогда ждет вас радость и счастье в любви. Тогда мужчины вас, между прочим, ценить будут больше. Ну а если хотите со мной поспорить, если вы со мной в корне не согласны, если вы можете привести другие конкретные примеры, давайте в комментариях все это обсудим. А я жду ваших лайков. Напоминаю, Ютубу очень нравятся ваши лайки. Он расценивает это как благодарность за возможность увидеться. А мы с вами встретимся в следующем видео. Кстати, моя собака с вами тоже попрощалась. Пока-пока, мои ласточки. До встречи в следующих видео.